Друзья, всем большой привет! Меня зовут Шура, и вы на моем канале Шура Ми. Вы смотрите мой 40-й влог. И он праздничный не только потому, что он юбилейный, но и также потому, что 7 декабря исполнился ровно год моему каналу. Уже целый год я веду свой канал, и мне кажется, что я немножечко подучилась и монтажу, и стала лучше говорить, и как-то более связано. Ну, надеюсь, что я буду расти и дальше. И надеюсь, что вы меня поздравите в комментариях, напишите какие-нибудь добрые слова. Влог сам по себе обычный, ничего в нем примечательного, но тем не менее он все-таки и праздничный тоже. Смотрите, вот такой вот большой тазик снега я набрала. Для тех, кто новенький, не знает, чем я тут занимаюсь, зачем я снег собираю. Я собираю снежок, который нападал за ночь на подоконник моего окошка в спальне, для того, чтобы эта водичка, этот снег растаял. Получилась талая вода, которая очень хорошо подходит для полива цветов. Ну, это такая своеобразная подкормка. Всякий раз, когда я не забываю и когда есть такая возможность, я это делаю. Я беру свой совочек и набираю столько, сколько могу. Вот прям весь я вычистила подоконник и буду ждать, когда водичка растает. Как раз завтра у меня день полива. У меня есть дни полива, которые стабильно. Я не то чтобы поливаю как-то хаотично, я поливаю всегда в определенные дни. И завтра у меня день полива, так что вот водичка растает. Конечно, этого не хватит полностью на все мои цветы, но я эту воду просто смешаю с обычной фильтрованной водой и полью, и будет такая вот подкормка. Вот таким вот занимаюсь зимним занятием. Вот зимние забавы у меня вот такие. Мы с Сережей теперь вечером гуляем. Вот. И сейчас мы вышли опять, сейчас уже где-то 11, наверное, вечера. И на улице просто зимняя сказка какая-то. Сейчас разверну, покажу. Но, конечно, уже темно, ничего не видно, но тем не менее. Друзья, я вам уже рассказывала, что мы с Сережей питаемся достаточно здоровой пищей, но я вчера вечером прям вот отчетливо захотела какой-то салат с майонезом. Ну, конечно, мы добавим легкий майонез, но тем не менее. И причем такой совсем отнюдь даже не здоровый салат, но вот очень захотелось. Причем я его придумала у себя в голове. Не знаю, возможно, уже где-то такой кто-то делал, наверняка, это 100%. Но я нигде его не подсматривала, я его придумала лежа в постели. Вот, значит, я хотела, чтобы там были обязательно яйца, жареные шампиньоны, вот я их только что пожарила, вареная грудка, но это Сережа подсказал, потому что я сказала, что нужно какое-то мясо, и не знаю какое, и Сережа сказал, что лучше грудки еще никто ничего не придумал. Вот она у меня здесь варится, такой бульон темный, потому что я бахнула слишком много черного перца, поэтому такой бульон. Я хочу, чтобы там был жареный лук, обычный вот такой репчатый, и пучок, большой пучок зеленого лука. И еще я хотела, чтобы там был огурчик соленый. Вот такой салат придумала, то есть получается вареные яйца, жареные грибы, жареный лук репчатый, пучок зеленого лука, куриная грудка и соленый огурчик. Все заправлено майонезом. Я еще почистила чеснок, но не знаю, может быть в соус добавлю, а может быть не буду, не знаю. Пока вот это просто у меня под вопросом, но это точно я сейчас тоже обжарю. Все смешаю
и поставлю настаиваться. Вот такой вот салат придумала. Не знаю, будет вкусно или нет, поскольку, как я уже сказала, придумала просто его в голове, никогда такой не ела. Ну, потом в одном из следующих фрагментов расскажу, наверное. Может быть, кто-то тоже из вас такое захочет приготовить. Выглядит салат вот так. Он просто очень вкусный. Это, конечно, отдельное блюдо. Никакого мяса тут уже дополнительно, никакого, не знаю, гарнира какого-то, ничего не нужно. Вот так вот ложечку небольшую съел, и все, и наелся. И я думаю, что надолго хватит. Белковая бомба такая получается. У меня было 3 огурчика вот в этой баночке. Пришлось открыть еще. То есть огурчиков надо так прям хорошо побольше. Я все-таки добавила чеснок. Но не столько, сколько у меня было. 1 зубчик я добавила в соус. И еще в соус я добавила чуть-чуть горчички. Это получилось прям, ну, очень-очень вкусно. Я сейчас это все накрываю и поставлю на балкон настаиваться. Пусть там стоит. Сегодня, конечно, минус, но я думаю, что не должно замерзнуть. Вот такой вот салат выглядит он. Ну, в салатнике, наверное, не очень эстетично, но если его, вернее, вот в этой, ну, в том, котором я замешивала. Но если положить в красивый салатник, я думаю, что это будет еще и красиво. Еще сверху чем-нибудь посыпать, какой-нибудь зеленью, и все. В принципе, как альтернатива, что-то на новогодний стол такое можно, если уже надоели традиционные салаты. Но у нас всегда традиционный стол. Я не вижу новогодний стол без оливье, я не вижу новогодний стол без селедки под шубой. И вот моя мама, например, не видит новогодний стол без горячего. Вот я бы без горячего обошлась, но мама, наоборот, любит горячее. Зато она бы обошлась, наверное, без селедки под шубой. А Сережа очень-очень любит красную рыбу, которую он сам засаливает. Поэтому у нас вот на новогоднем столе уже все прописано. Получается, что все накрывают. Салаты мы с Сережей режем. Мы в прошлом году запекали рыбу. Сережа часть засаливал, а часть мы привезли, и мама запекла. Так что у нас, в принципе, все уже прописано в этом смысле. Но, в принципе, вот такой салатик тоже есть. Очень нам понравился. А сейчас настоится и будет вообще хорошо. Но много такого не съешь, потому что он очень сытный. И, ну, не на каждый день, но вообще классно. Друзья, смотрите, что я здесь делаю. Я очень давно смотрю один канал корейского блогера, девушки, который называется План Д. Я думаю, что многие знают этот канал. Ну, кто не знает, в описании ссылочку я оставлю. И вообще на все каналы, которые я когда-либо упоминаю, я всегда оставляю ссылку в описании. И вообще в описание заглядывайте, там есть несколько интересных ссылок, и, ну, может быть, что-то вам приглянется, там что-то будет вам интересно посмотреть. Значит, и я что у нее уже давно заприметила. У нее есть, она швея, и у нее есть такие нашивочки с ее вот названием канала, с ее логотипчиком. И также у нее еще есть такой штампик, ну, обычный штампик, печать такая, как вот ставят в организациях, там копия верна, или дату ставят, или штамп с названием организации, или печать обычная, вот что-то такое. Я знаю, что сейчас даже завирусился продукт, это тоже вот такие штампики, печати, для того, чтобы помечать одежду ребенка в детском саду, в школе. Печать такая с чернилами по ткани, которая не смывается. Ну, если что, можно обновить. Это продается и на Wildberries, и на Озоне. Ну, вот честно, мне показалось дорого. 600-500 там с чем-то рублей. Свое имя, там своего ребенка указываешь, или все что угодно можно, в принципе, там указать. Можно даже выбрать какую-то небольшую картиночку, логотипчик. Все это очень классно и здорово, когда ты этим пользуешься постоянно. Но мне это нужно вообще вот просто потому, что я хочу. Ни для чего такого, но, может быть, подарки какие-то упаковывать. Вот и все. Вот. Поэтому я, в общем, не хочу 500 рублей тратить на то, чем я пользоваться не буду. А вот развлечься, почему бы и нет. У меня принтер накрылся, поэтому я с телефона написала на телефоне название своего канала и вот просто перевела его на тетрадку, на бумагу. И у меня есть кусок вот такого вот коврика, вот такой коврик. На нем, кстати, очень хорошо лакировать вязаные изделия. Он продается и, наверное, на Wildberries, наверное, на Озон есть. Но мы его купили в Leroy Merlin. Сережа покупал для того, чтобы делать такие выемки, чтобы складывать инструменты. Ну и вот мне кусочек достался. На самом деле он его еще не использовал, но как бы мне много не надо. Также Сережа мне дал скальпель. Вот, я сейчас хочу приложить вот эту надпись с помощью двустороннего скотча на вот этот вот кусочек и скальпелем вырезать. Я не знаю, получится у меня или нет, потому что, ну, я вообще впервые это делаю, и я не уверена, что у меня это получится. Кстати, можно было такой штампик и такой печать заказать
просто в организации, которая занимается изготовлением печати, штампов и так далее. Это тоже быстро заполняется заявка, пишешь, что тебе надо, выбираешь шрифт, выбираешь там что еще, и все. В принципе, все готово, там тебе и доставят, или можно самому забрать. У меня была организация, вот была своя образовательная организация, и мы делали такие печати и по нескольку штук, и нам очень быстро это все изготавливали. Но все равно 500 рублей – это 500 рублей. Лишних, что называется, нет. Ну, давайте пробовать. Я специально обвела золотой ручкой, может быть, вам на камере не очень хорошо видно, у меня вот такие вот ручки металлизированные, вот, потому что у меня черная вот этот черный материал, черный коврик, и если бы я черным обвела, сейчас вот это вокруг все отрежется, и мне будет не видно, поэтому я решила, что я вот так сделаю. Ну, это проще, чем я думала, скальпель очень острый, и Сережа мне дал прямо новое вот это лезвие дал, поэтому, и вообще вот, ну, в принципе, вот этот скальпель, он гораздо проще входит в этот материал, чем я думала, вот, видите? Но в то же время как-то напряжно, что вдруг я неровно отрежу или еще что-то, хотя это же поделка, поэтому, ну, будет немножко неровно, ручная работа и все такое. Чтобы было максимально прямо аккуратно и печатный шрифт, надо было более выбирать строгий шрифт, в котором нет так много каких-то плавных линий, потому что на плавных линиях, конечно, начинаются сложности. То есть, если бы были в основном какие-то прямые линии, было бы проще и выглядело бы, наверное, аккуратнее. Но мне вот понравился этот шрифт, так что я буду мучиться с ним. Так, ну, вроде бы все получилось. Теперь нужно вокруг этих букв убрать лишнее, чтобы буквы стали выпуклые, соответственно, а все остальное никак не отпечатывалось у нас там, где мы хотим эту печать поставить. Там, где буква Е немножко И, да, английская, немножечко как-то менее аккуратно, да и там, где буква А, тоже как-то вот такие края рваные. Но я думаю, что это на бумаге только. Хотя, не знаю. Мы это узнаем только тогда, когда мы эту печать где-нибудь отпечатаем. Поэтому сейчас я буду заниматься тем, что буду вырезать вокруг букв. Так, первая буковка готова. Вот. Ну, выглядит неплохо. Не знаю, как по факту, но, по-моему, неплохо получилось. Здесь вот я очень сильно как-то вглубь резанула, и здесь как раз попал вот эта вот впадинка, и получилась дыра. Ну, я думаю, что это на результат не должно никак повлиять. Надо поаккуратнее, конечно. Вот и произошло то, чего я боялась, что я где-то порежу так сильно, что отвалится буква. И в принципе все буквы так держатся не очень хорошо, но вот эта вот линия, она совсем отвалилась. Слушайте, ну для человека, который это придумал в своей голове, вполне даже и неплохо. Вот здесь что делать? Даже не знаю. Вот эту прям детальку уже и не приклеишь. Слушайте, пошла искать в своих старых документах чернила для печати, потому что они у меня точно были. Но я ничего не нашла. Печатей самих пруди, ничего не нужное. Зато того, что надо, не нашла. Я даже нашла грифели вот для этого карандаша. Я думала, что уже все, потому что у меня здесь вот осталось, он даже не вытаскивается. Вот. Вот такой вот остался, и все, больше здесь нету, даже вот внутри него ничего нету. И я нашла даже вот это вот, но того, что мне сейчас нужно, я не нашла. Ну, так всегда бывает. У меня есть вот такая вот кисть, маркер кисть акварельная. Я попробовала, она еще пишет. Вот. И достаточно ярко пишет, то есть она не высохла, поэтому давайте попробуем. Но надо быстро это делать, потому что, мне кажется, все впитается, если я буду тормозить. Так, значит, наблюдение первое. Нужно было делать зеркально. Наблюдение второе, ну, в целом, в общем-то, ничего такого даже и плохого. Я думаю, что неплохо. Единственное, что, знаете, что вот эта вот черточка, которую я наклеила, я не знаю, как это показать, она вот выше, чем остальные буковки. Если я ее ножницами подправлю, я, наверное, все испорчу. Напишите в комментариях, если вы еще, когда я это все сидела, вырезала, знали, что я
делаю неправильно и нужно делать зеркально. Ой, я не могу, конечно. Ну ладно, ничего страшного. Первый блин комом и все такое. Это называется зажало 600 рублей. Слушайте, ну в целом неплохо. Расплывается этот акварельный маркер. Он сам по себе, в принципе, такой вот достаточно такой плотный. И его можно водой размыть. И ну, он много краски отдает. Поэтому, конечно, вот здесь вот прям сильно. Вот. Сильно. Но когда я вот второй раз, уже как будто бы и очертания все хорошие. То есть если использовать все-таки чернила для печатей, может быть даже и лучше было бы. То есть в целом неплохо. Но нужно, конечно, будет отзеркалить эту надпись и вырезать еще раз уже зеркально, чтобы когда отпечатывалась, она была не задом наперед. В общем, я попробовала своими ручками вот этими блестящими тоже пообводить. Немножко вот гуляют буквы, видно, да, то, что вот, например, буква «С» я сильно очень резанула вот здесь, в этом месте, и она держится вот на честном слове, поэтому она вот так вот гуляет. Нижнее подчеркивание гуляет, потому что оно вообще на клей приклеено, на скотч приклеено, конечно, оно ходит туда-сюда. Ну, то есть вот такие вот какие-то наблюдения. Но опять-таки, при том, что я это сама придумала и пытаюсь что-то изобразить, в общем, я результатом довольна. Но если я буду делать это во второй раз, я, конечно, отзеркалю, как я уже сказала, и я буду гораздо более аккуратно это делать. Я, наверное, сбоку вот этого коврика нарисую линию, ниже которой скальпелю нельзя будет опускаться. То есть, чтобы, в принципе, плюс-минус вот это вот было на одной высоте, чтобы вот таких вот дыр не было. Ну и, в общем, как-то вот так вот я придумала, не знаю. Вот, но в целом вообще мне понравилось. Мне кажется, я что-то такое видела, что вырезают какие-то такие картинки, как-то так. То есть не совсем я прям из головы, конечно, это взяла, но я не очень хорошо в этой теме вообще что-то понимаю. Вот. Тем не менее, вот такие идеи генерирую. Ну ладно, короче, не получилось и не получилось. Вернее, не то, что не получилось, но не так, как мне нужно получилось. Вот, поэтому, в общем, пока что это оставляю. Много времени на это ушло. Вы это все в ускоренном режиме посмотрели. А у меня вот уже час прошел, как я этим занимаюсь. Вот. Так что час целый на это потратила. Ну ничего, я развлекаюсь. Сегодня суббота. Мама, к сожалению, заболела, поэтому я к ней не поехала. И вообще, знаете, я вот хотела тоже об этом сказать. Мама заразилась, скорее всего, ковидом в поликлинике. Пришел мужчина, что-то там у всех расспрашивал в очереди, что-то со всеми общался. И потом мимо проходит медицинская сестра и ему говорит, что: мужчина, почему вы без маски? А он так возмущенно еще сказал: ну и все же без маски, вот и я без маски. Она говорит: ну, мужчина, у вас же ковид. Вот, и тут все в очереди поняли, что они очень долгое время в этой очереди контактировали с человеком, у которого подтвержден ковид. И вот спустя 2 недели после инкубационного периода, видимо, мама тоже заболела и болеет с температурой, плохо себя чувствует, очень сильная слабость, очень сильные головные боли. Ну, на тот момент, когда вы смотрите, я думаю, она уже, конечно, выздоровела и все хорошо с ней. Но, тем не менее, если болеете, надевайте маски. Потому что даже если этот мужчина, как мама сказала, что он вроде как бодрый и все такое, переносит этот ковид легко и просто, не факт, что тот ковид, который он в себе носит, перенесет другой человек легко и просто. У каждого свой организм, и мы об этом говорили в телеграм-канале по поводу депрессии, например, да, то, что у каждого свой организм, каждый человек любую болезнь переносит по-своему, и для кого-то это может быть очень опасно. Вот, все, сказала немножко о грустном. Вот, но опять-таки я говорю, что когда вы будете смотреть, уже пройдет много времени после моих вот этих вот высказываний, и я думаю, что мама будет уже в порядке и выздоровеет. Сейчас она лежит, отдыхает, пьет чай с малиной, которую сама привезла и сама собрала. Так что я думаю, что все будет хорошо. Но я сегодня вот так вот развлекаюсь. У Сережи сегодня рабочий день. Там у них какая-то на работе срочная, важная какая-то задача, которую нельзя решить в будний день. Поэтому я себе вот такое вот задание нашла, занятие нашла. Ну, что-то такое изобразила, не знаю. Может быть, повторю в следующий раз. Сейчас мне уже нужно заниматься делами по дому. Но в следующий раз я уже буду на своих ошибках
учиться и повторю это только уже в правильном варианте. Друзья, я опять в ночи, абсолютной кромешной темноте. Ну, темнеет-то сейчас как бы рано, но все равно, в общем, поверьте на слово, что сейчас очень поздно. И, в общем, решила я взяться за свою овечку. Не получилось, ну не то, что не получилось, но, в общем, не совсем удачно получилось с печатью, которую я вырезала в предыдущем фрагменте. Вот это я днем занималась, а сейчас уже ночь, вечер поздний, поэтому решила вот овечкой заняться, все равно не сплю. И что я здесь, значит, сделала? Во-первых, я уже отбраковала одно лицо. Я его сшила, пришила, посмотрела, мне вообще не понравилось. Поэтому я вот безалаберно совершенно нанесла вот на эту крышечку мел для раскроя. Вот так вот просто поводила по вот этому фетру и вырезала. Вот. Вырезала и другое лицо. И сейчас попробую сшить его, пришить и посмотреть, понравится мне или нет. Ну вот сижу, занимаюсь такими делами, не знаю, когда я сделаю эту овечку. Она посложнее, чем медведь. Ну, когда-нибудь сделаю, не знаю, наверное, должна когда-то. Так, смотрите, лицо пришила, по-моему, вот сейчас прямо очень хорошо. Так это сзади выглядит. Шила на руках. Не могу сказать, что это супер ровно и супер аккуратно, ну, нормально. Я старалась прямо хорошо, ровненько шить, ну, как получится. Пока что прилипает, ну, и будет, наверное, прилипать на этот фетр вот этот пух, но дело в том, что когда я уже его вычешу и все лишнее, что должно отвалиться, отвалится, я вот здесь пройду липким роликом, и, в принципе, я думаю, что не будет так сильно налипать этот мех на мордочку. Смотрите, я сделала ручки и уже туда добавила наполнитель. Ну, поролон он у меня лежит. И я уже вот одну ручку прицепила, так как я буду сшивать. То есть я буду сшивать и сразу вшивать ручку. Сейчас прищепочками прицеплю вторую. И потом то же самое нужно будет сделать с копытцами. И уже можно, в принципе, будет начинать шить. И я думаю, что в этот раз я буду умнее. И я сделаю отверстие для того, чтобы выворачивать и класть наполнитель на голове. Это будет самое правильное, потому что что здесь, что вот эти бедрышки округлые, их будет очень сложно повторить с той меховой стороны, а уж более-менее какой-то круг на голове, ну, округлый шов, я думаю, что я сделаю. Еще нужно ушки, да, вот у меня ухо тут лежит, вот сейчас бы забыла, потому что копытца-то я уже вот, ну, вырезала, сейчас нужно будет округление тоже такое сделать, а про уши-то я забыла, а уши тоже нужно будет сразу же вшивать, когда я буду по периметру всю овечку прошивать. И я еще думаю, что может быть какой-то вот такой конус вырезать, чтобы вот здесь вот мордочка была как-то набита, или потом кусочками набить. Не знаю, сейчас подумаю, но в любом случае нужно еще, в общем, тогда ушки сделать и копытца, вот, ножки, потому что ручки, по сути, это тоже копытца, но ручки это ручки, а ножки это ножки, потому что это не настоящая овечка. Слушайте, я, конечно, этого от себя не ожидала, но получается, что я собрала полностью всю игрушку. Я подцепила ножки, я подцепила ручки и подцепила ушки. Не знаю, видно тут будет, не видно. Не очень видно, это мордочка торчит. Я начну шить вот отсюда и пойду вот так, и до сюда дойду. И все, можно будет выворачивать. Единственное, что еще нужно будет потом вырезать по выкройке из наполнителя все. Вот. И, собственно, набить игрушку. Но я пока не решила, будет ли она такая же толстенькая, как медведь. Именно вот, ну, будет ли она вот такой же толщины, или я пополам разрежу вдоль. Не знаю, пока не могу решить, потому что мне, с одной стороны, очень нравится Мишка, прям, ну, очень мне он понравилось, все, как я хотела. Я его изначально придумала таким, и поэтому он такой и получился. Поэтому я медведем полностью довольна. Но по поводу овечки я вот думаю, потому что мне кажется, что она должна быть немного более изящная, и, наверное, я все-таки в нее наполнитель разрежу вдоль. Ну, до этого еще далеко, нужно сначала полностью по периметру все прошить, а я не знаю, буду ли я сейчас этим заниматься, но зато все готово. Осталось только сшить и набить. Ну, и еще мордочку, конечно, вышить нужно. Смотрите, какая милашка получилась. Ну, я не знаю, я прямо очень довольна результатом. Вот здесь вот были проблемы на ручках, потому что ручки-то уже с набивкой, и я боялась, что я
изнутри пришью ручки к ручкам вот сюда вот, к шерстистой части вот этой вот. Но все обошлось, все пришилось. С ножками вроде таких проблем особо не было, потому что они расширяются вот так вот. А ручки, ну, они практически вот одинакового размера, просто эти мохнатенькие. И кажется, что здесь вот как будто толще, как будто футболочка. Вот. Не знаю, ручки как будто бы длинноваты, вот как-то так сверху показать. Но в то же время, да и нормально, наверное. Ну, я еще подумаю. Но мне кажется, что и так хорошо. Я прям очень сильно довольна. Здесь я вставила все-таки набивку. И нужно будет набить саму овечку и зашить ей голову. Вот. Вот такие вот ушки очень миленькие. Конечно, нужно будет личико ей вышить, мордочку. Вот. Но на сегодня точно все, потому что сейчас уже вообще глубокая ночь. Уже Сережа сейчас, я слышу, что готовится ко сну. Он играл в компьютер, ну, а теперь уже все, надо спать и никому не мешать. Друзья, я, в общем, хочу попробовать второй раз. Не знаю, опять-таки, что получится, но попробую. Не буду уже, конечно, снимать. Вы весь процесс видели в предыдущих фрагментах, когда я этим занималась. Но попробую сейчас с отзеркаленной надписью и немножко другой шрифт выбрала. Не то чтобы он какой-то менее закругленный, просто решила попробовать вот этот. Наверное, не очень аккуратно обвела. Ну, в общем, сейчас попробую. Вот, если все получится, покажу. Если ничего не получится, то потом попробую еще раз. В итоге я вам покажу тот вариант, который будет успешным. Друзья, ну смотрите, вот что получилось. Вот так выглядит сама основа, печать. И вот такой вот результат. Я в итоге воспользовалась вот этим вот фломастером, обычный текстовыделитель. И я вот розовым попробовала закрасить буковки эти и отпечатала. И в принципе получилось неплохо. Немножечко буква А, да, такая, но она и вот здесь тоже так же выглядит. То есть это просто я вырезала, видимо, слишком тоненько вот здесь внизу. Ну, значит, вот так получилось. Слушайте, ну в целом я довольна. Может быть, мне какие-то другие шрифты бы больше понравились, но вообще вот результат меня устраивает. И для моих каких-то нужд раз, я не знаю, в столетие это будет очень даже неплохо. И, ну, вообще это достаточно весело делать. Вот, и так медитативно я музычку включила и потихонечку вырезала, сидела. Первый раз, когда я вырезала вчера, это было, я как-то нервничала, вот, ну, а сегодня я уже как-то так с набитой рукой. Здесь, может быть, оно выглядит аккуратнее, потому что я и как-то сильнее переживала и там все очень сильно вырезала. Здесь я уже как-то так смелее была и, ну, не знаю, в общем, как будто бы менее аккуратно выглядит, но зато удовольствие больше доставило мне вот эту делать. Вот я разные попробовала всякие, и в том числе вот этот вот синий, и получился сначала вот такой вот фиолетовый, потому что еще розовый был. Потом я еще раз синим покрасила и стал вот такой вот синий, и своей акварельной кистью, фломастером, которым вчера красила печать вчерашнюю. Вот тоже попробовала. Ну, вот она сразу видно, что она немножко размывается. Ну, потому что это акварельная кисть маркер. Слушайте, ну, по-моему, классно. Не знаю, мне нравится. Я точно оставлю ее, не буду выкидывать. Я и старую вот эту тоже не выкинула. Ну, не знаю, мне она зачем, потому что она же зеркальная получается. Наверное, вот эту выкину, а вот эту вот оставлю. Сегодня у нас воскресенье. Сережа и вчера работал, и сегодня работает, и я думала, что у них будет перерыв на обед, поэтому не шла обедать особо как-то, да даже об этом не думала, сидела печать вырезала. Но он мне сейчас пришел, подал знак, что у них перерыва не будет, поэтому я себе взяла кофе и вот сделала бутерброд с икрой из баклажанов по-балкански, дядя Ваня. Я не знаю, мне кажется, я одержима вообще этим продуктом. Причем все другие какие-то вот консервации от дяди Вани, да и вообще, в принципе, любая покупная, она меня вообще как-то не привлекает, мне не нравится. И даже там есть какие-то резаные баклажаны, еще какие-то баклажаны. Мне это все как-то не близко и не нравится, хотя Сереже нравится. Но вот для меня вот эта вот икра из баклажанов по-балкански,
Это просто невероятно. Мне кажется, я могу есть это на завтрак, обед и ужин. Вот, мне очень нравится. И вот у меня есть такое печенье, оно в шоколаде и с арахисом, без сахара печенье. Оно такое мягкое, больше похоже, наверное, на какой-нибудь коржик, что ли, или, может быть, на овсяное печенье, хотя овсяное печенье я с детства помню, оно тоже вроде бы такое хрустящее. Ну, в общем, это не хрустящее печенье, это больше такое какое-то мягкое печенье. Так что сейчас я, короче говоря, пообедаю и, наверное, займусь овечкой своей. Вчера ее убрала и потом думала, как же мне все-таки руки укоротить, потому что, ну, все-таки они большие. Она теперь похожа не на овечку, а на обезьянку. Что неплохо, но я-то задумывала овечку все-таки. Вот. Поэтому буду заниматься вот этим, наверное. Ну, в общем, вот такой вот у меня обед. Кто смотрел мой предыдущий влог, знает, как тяжело мне далось запихнуть вот этот наполнитель в медведя. Но я все-таки хочу разрезать вот так вот вдоль. И более того, я вытащила. Это было тяжело, потому что я же мордочку вышивала уже, когда наполнитель был внутри. И некоторые элементы были пришиты к этому наполнителю. Но, в общем, как-то опять у меня рука дрожит, потому что очень большое усилие, но все-таки вытащила я этот наполнитель. Сейчас я его вдоль разрежу, засуну обратно. Это будет, наверное, уже попроще. И я что думаю? Я просто гений, я считаю. Я сейчас разрежу вдоль, и одну часть я пущу в медведя, а вторую часть я пущу в овечку. Вот. Достала файлики, чтобы положить выкройки, но единственное, что мне нужно изменить мордочку овечки, выкройку я имею в виду, потому что в итоге я делала из гораздо большего кусочка, чем изначально планировалось. И вот положу по файликам, чтобы это сохранилось, потому что меня устраивают эти игрушки, мне все понравилось. Те изменения, которые я вносила, я, собственно, сейчас внесу и внесла уже вот в медведя. И, в принципе, можно будет, вдруг я еще когда-нибудь захочу что-то подобное сшить, или, может быть, другого зверушку какого-нибудь, но на основе вот этих. Еще я достала вот такие вот, тут сразу с медведем. Вот такая у меня есть ткань. Я подумала, что это просто разные отрезы 20 на 20, разные совершенно цвета. Это просто хлопок. Я из него делала маски. В пандемию шила масочки. Вот. Ну, у меня много осталось. Я подумала, что, может быть, какие-то шарфики придумать. Можно было бы, конечно, связать. Крючком, например, было бы супер быстро. Я не знаю, минут 5 бы это заняло. Но, не знаю, не хочется вязать. Достала вот ткани вот эти. Если какой-то подходящий для меня узор на ткани на этой найдется, то я, наверное, сошью шарфик. А если нет, то, значит, будет без шарфика. Вот, пока так. Так, смотрите, все, я переделала. Вот половинка от наполнителя. Если спереди смотреть, то ничего не изменилось. Конечно, это небо и земля с тем, как вот такое количество наполнителя запихивать внутрь и в 2 раза больше. Но если сбоку смотреть, смотрите, у него есть животик и небольшая попа. Вот, так вот мне больше нравится гораздо. Я его еще раз вычесала, и вот когда второй раз вычесала, то как раз о чем я говорила, что больше не будет особо сыпаться. И вот столько. То есть если в прошлый раз у меня была полностью вся вот эта чесалка заполнена плотно мехом, вот этим вот, то в этот раз вот чуть-чуть из шва, который я зашивала, вычесалась. А так, в принципе, мишка не сыпется и... Ну, в общем, ничего не пачкает. Все, овечка у меня готова. Укоротила ей ручки, теперь они почему-то выглядят не одинаково. Нет, это просто вот так. Так нормально вроде. И зашила голову, то есть наполнила ее. Она вот так вот сбоку выглядит, сзади вот так. Осталось ей только мордочку сделать. И если я буду делать какие-нибудь шарфики или что-то, то, может быть, ей тоже сделаю. Может, платочек какой-нибудь, не знаю. Посмотрю, что у меня вообще по тканям, есть ли там что-то подходящее. Друзья, смотрите, вот 2 моих друга. Значит, вот овечка получилась вот такая вот. Я вот такой вот ей платочек надела, но это не окончательный вариант. Я буду думать. И мишка, и овечка, они у меня вообще делаются в подарок. И я достала свою корзинку, вот эту вот я ее сама вязала, со всякими остатками пряжи. Для медведя я не подобрала ничего из тканей, поэтому сейчас я очень быстро все-таки свяжу ему какой-нибудь шарфик. У меня уже есть несколько идей, что я еще ему сделаю.
Ну, пока что начну с шарфика. Там, потому что те идеи, которые я хочу сделать для этого медведя, мне кажется, они очень сложно выполнимые. И это опять-таки то, что я никогда не делала. И я, как и всегда, не хочу смотреть никакие обучающие уроки. Я хочу сделать так, как мое сердце велит, и как у меня в голове это выглядит. И, как всегда, что-нибудь пойдет не так, наверное. Но как бы это творческий процесс, он вот такой вот у меня. Не могу я, если я хочу заняться творчеством, я не могу долго сидеть, изучать что-то, если это именно творческий процесс. То есть, если, например, я собираюсь связать себе там какую-нибудь одежду или сшить, то я, конечно, ну, обязательно посмотрю, все посчитаю, все там изучу. Но если это именно вот какой-то творческий порыв, я хочу минимально вообще какой-то информации извне. Я хочу, чтобы все делалось ровно так, как вот мое сердце велит. Вот, поэтому здесь я еще буду думать, но я начну с шарфика. А вот этой вот красотки я не знаю даже, но я хочу, наверное, ей сделать сумочку такую через плечо, как минимум. Может быть, я даже ей какой-нибудь бантик сделаю, потому что, ну, очевидно, что получилась девочка. Хотя изначально это не планировалось, но я вижу, что это девочка, для меня это девочка, поэтому я ей сумочку сделаю. Ну, вот так вот. Друзья, смотрите, я, значит, во-первых, связала медведю вот такую корзиночку. Просто ее пришью к ручке, и он ее будет держать. Это такой лесной мишка. И связала вот такой шарфик, и мне не хватило даже. Но вот по длине, в принципе, достаточно. Я сейчас вот этот вот кусочек распущу. Вот, и закрою. То есть вот такой вот шарфик. Связала я его где-то минут, наверное, за 7. Дольше было отрицать и торговаться с самой собой по поводу того, что я не очень хотела вязать, чем я вязала, собственно, этот шарфик. Но мне нравится результат, руки еще помнят все. Я не знаю, каким я номером крючка вязала, потому что... Ой-ой-ой, засвет сильный. Потому что здесь же номера другие по японским размерам, но так вот чисто просто на мой взгляд профессиональный, мне кажется, это 4 или 3,5. Ну, по-моему, 4. Похоже на 4. Пряжа, что там, это пехорка носочная. Вообще ее не рекомендую для носков. Я эту пряжу покупала из-за цвета. Мне очень нравится, что вот этот цвет, конечно, он сейчас очень такой светлый, ну, вообще это такой коричневый цвет. Что вот этот цвет, ну, очень красивый. И вот из этой вот пряжи я вязала себе носки, следочки по тому способу, который я указывала в мастер-классе, который есть у меня на канале, и в описании под каждым видео есть ссылка на этот мастер-класс. И эти носки превратились просто в прах за неделю их ношения. Вот просто, они просто рассыпались. Но это вообще, со мной такого не было никогда, чтобы просто взяла вещь и рассыпалась. И я сначала думала, ну ладно, у меня осталось еще пряжа, я сейчас их заштопаю. Но мне уже так было неприятно просто от того, что пряжа себя так повела в готовом изделии, что я в итоге просто их выбросила. Вот. Но цвета, тем не менее, очень хорошие. И вот для таких проектов, в принципе, если нравится цвет, можно использовать даже ее. Вот. И вот сейчас закончился наконец-то остаточек от вот этой вот пряжи. А у медведя появился шарф. Вы просто посмотрите, какой парень получился. И с корзинкой он, и в шляпе, и просто вообще. По-моему, просто красавчик. И шарф у него. Мы не будем, да, говорить о том, что медведи в шарфах не ходят, потому что они зимой спят. Этот вот такой вот. Этот и в шляпе, и в шарфике, и с корзинкой. Вот такая шляпка у него. Вот так вот он выглядит. По-моему, очень красивый парень. Мне прям нравится. Все готово. Смотрите, я еще связала маленькую сумочку для овечки и небольшой бантик ей сделала. И вот так вот выглядит эта парочка. По-моему, очень мило. Друзья, вы представляете, я уже упаковала этих двух красавчиков в подарочную упаковку, потому что они в подарок. И вышло мое предыдущее видео, мой предыдущий влог. И Ольга с канала Ольга Мэдхук мне написала комментарий о том, что нужен хвостик медведю. Это же просто гениально. Я вообще про это забыла. Я забыла про эти хвостики вообще напрочь, что у медведя, что у овечки, вот никаких хвостов вообще нет. Вот, поэтому, смотрите, для Мишки я сделала вот такой вот хвостик. Вот.
Ну, просто шарик, и он у меня на ниточке, я прям сейчас его и пришью. А для овечки я сделала вот такой хвостик. Вот так вот это будет выглядеть, то есть вот такой вот хвостик, потому что, ну, что у мишки, что у овечки хвостики небольшие, но они же есть. Поэтому нужно сделать, сейчас я это сделаю, пришью, и обратно нужно будет упаковать. Ну, я вроде бы аккуратно распаковала, ничего не порвала, так что я надеюсь, что сейчас я пришью, и обратно в ту же упаковку получится у меня упаковать. Вот, смотрите, вот такой вот хвостик у овечки, и вот такой вот хвостик у мишки, смотрите. Вот такой милый. Теперь точно законченные, друзья, с хвостиками. Осталось обратно их упаковать. Друзья, мы сейчас с вами находимся на балконе. У меня была очень-очень долгая ночь, потому что я периодически просыпалась и периодически думала, ну скорее же, потому что вчера я попробовала новый рецепт сушеных или вяленых апельсинов в сиропе. Нужно помыть апельсины, порезать кружочками такими, ну не очень толстенькими, нормальными, в общем. Где-то 5 миллиметров, вот так вот я резала. Дальше нужно прокипятить 5 минут в кипящей воде эти кружочки, для того, чтобы убрать горечь из цедры. И потом нужно сделать сироп. Я не ем сахар, поэтому я делала сироп на изомальте. Это сахарозаменитель. Он повторяет свойства сахара в плане сиропа, из него делают леденцы. Вот поэтому я использовала его. Сделала сироп по рецепту из интернета, просто там 4 части этого изомальта и 1 часть воды. Он так хорошо работает, что если ты немножко больше добавишь воды, она просто выкипит и все будет нормально. То есть ничего там такого страшного не происходит. В отличие от сахара, изомальт не горит, поэтому ничего страшного, если он чуть-чуть покипит, и будет нормальный сироп. В этом сиропе нужно обмакнуть каждую дольку апельсина, каждый кружочек. И нужно дальше положить его сушиться. Либо сушить там 5-6 часов в духовке при самой минимальной температуре с открытой дверцей. Но я поступила проще, я использовала сушилку. Сережа сушит мясо, делает сушеное мясо со специями. И у нас вот есть такая сушилка, так что я воспользовалась ею. И я очень прошу прощения, что здесь вот такой вот пейзаж. У нас здесь стоит коробка от кондиционера с старым кондиционером. Вон, собственно, кондиционер, сумки с инструментами, всякие там другие инструменты. В общем, не очень вид так себе. Вот наша сушилка. У нее, по-моему, есть еще ярус. Ну вот, она примерно такая. И, в общем, я еле, конечно, дождалась этого момента, но надеюсь, что за ночь все-таки все высушилось, и сейчас уже можно будет попробовать. Потом я хочу эти апельсинки украсить шоколадом, посыпать, может быть. У меня есть что? Кокосовая стружка есть. Есть, наверное, какие-нибудь орешки найду. Вот можно так вот украсить, можно не украшать. Давайте смотреть. Так. Они сухонькие, к рукам не липнут, но мягкие при этом, то есть не чипсы. Слушайте, это очень-очень вкусно. Я сейчас растоплю шоколад, он у меня тоже без сахара. И буду макать не целиком, а вот где-то вот так вот, чтобы можно было браться, чтобы шоколад не таял на пальцах. Но я в шоколад добавлю чуть-чуть молока, прям чайную ложку, ну, может, столовую ложку. Для того, чтобы, когда мы будем есть эти апельсины, чтобы шоколад не ломался, а чтобы он откусывался. Потому что если он будет ломаться, он будет падать с этих апельсинов, и это будет совсем не то. Ну и посыплю. Но в принципе можно и так. Итак, я подготовила немножко фисташек. Это соленые жареные фисташки. Я их почистила и оставила солеными, потому что, в принципе, сочетание сладкого и соленого мы любим и нам нравится. Также я нашла арахис, он тоже был соленый, но я его промыла и еще раз подсушила на сковородке, ну, чтобы он не был мокрым, чтобы он был такой поджаристый. Ну и взяла кокосовую стружку. Некоторые апельсинки мне пришлось отбраковать. Мы их потом съели просто так, отделили кожуру, потому что те вот как раз дольки, которые лежали
на самом нижнем ярусе они пересохли за ночь. Конечно, нужно сушить не ночью, а днем, когда этот процесс можно контролировать. Но получилось так, что была возможность сделать этот десерт только вечером, и поэтому сделали, в общем-то, только вечером, и ночью все это дело сушилось. Но мы отделили кожуру и съели, в принципе, просто так. Ну, а те, которые не отбраковались, вот я их сейчас украшаю. Я украсила 2 апельсинки и поняла, что шоколад слишком густой и нужно добавить еще молока. Поэтому в итоге я добавила еще молока и украшала поочередно. Сначала фисташкой, потом арахисом. Фисташку я достаточно сильно подробила, а арахис чуть-чуть совсем. И кокосовой стружкой. И вот так чередовала. На вкус это получилось просто очень вкусно. Мне кажется, что это такая зимняя очередная забава, зимний какой-то десерт. Сразу хочется елочку зажечь и все такое. Вот поэтому как такое развлечение новогоднее, можно даже этим заниматься с детьми. Да и самостоятельно тоже можно так вот развлечься. По-моему, очень здорово. Что ж, друзья, вы посмотрели мой 40-й влог. Я надеюсь, что вам было интересно и приятно провести со мной время. Буду рада, если вы меня поддержите комментарием, лайком или подпиской. Встретимся с вами в следующих видео. Пока-пока.